Мозгу также нужно иногда отдыхать. От этого люди ввели в себе все вредные привычки, перепутав расслабление с омертвлением. Эти люди могут перебрасываться словами и при этом даже не слышать друг друга. Клетки мозга нужно беречь. Саму оболочку мозга всегда нужно заранее тщательно готовить к общению с другим человеком. Вместимость и пустотность мозга – две характеристики, обратно пропорциональные друг другу. Пустотность дает возможность внутреннего анализа в состоянии молчания, а вместимость, напротив, настроена на восприятие окружающих. При работе со временем необходимо учитывать мозговую деятельность каждого отдельного человека. Мозг у каждого столь же индивидуальный, как его внешность, и импульс через мозг проходит с разной скоростью восприятия, воспроизведения. Фазы мозга бывают различными. Активная фаза мозга, пассивная фаза мозга. Мозгу также нужно иногда отдыхать, как и телу расслабляться. От этого люди ввели себе все вредные привычки, перепутав расслабление с омертвлением. Клетки мозга нужно беречь, поскольку они очень легкие, быстро, и импульс через них проходит ярче, нежели через любые другие клетки тела. И первое, что нужно делать с мозгом, это, естественно, выполнять 4 «не», только для мозга. Если данный продукт грубее плотности материи, с которой работает сейчас мозг, естественно, он мозгу не нужен. То есть плотность продукта, поступающего в желудок, а значит, от этого продукта будет зависеть питательные вещества, которые поступят в мозг, должна соответствовать наблюдаемому человеком. Те, кто прогружается во время и получает 4-ю степень свободы, будут называть это знакорядом. А люди, не успевшие еще познакомиться со временем, могут назвать это зоной восприятия. Приведу пример. Я смотрю на огромное дерево баобаб. Рядом с ним находится железное дерево. Оно гораздо меньшего размера, но по плотности больше. При этом мой мозг через баобаб проходит, охватывает его, ибо здесь только большая форма. А через железное дерево он пройти не в состоянии, поскольку там плотность достаточно велика. Поэтому для наблюдения за баобабом я буду питаться растениями, а при наблюдении за железным деревом нужно будет выбрать более плотный продукт животного происхождения, такой как сыр, предположим, или молоко, или творожок, или что-то обязательно должно выйти из животного, поскольку животные много плотнее растений. Таким образом, внутри мозга есть подразделения: восприятие наружное, передача во внутреннее мозговое восприятие, анализ и выброс результата наружу. Встречаются несколько человек. У каждого своя кривизна, своя скорость, своя мощность, свои параметры вместимости. Эти люди могут перебрасываться словами и при этом даже не слышать друг друга, если вокруг них оболочка похожа на шлем или на жесткий шарф. Получаются только удары, что приводит к искрам, грубому разговору, крикам или звуковому общению, похожему на животное общение. Саму оболочку мозга всегда нужно заранее тщательно готовить к общению с другим человеком, прогнозируя его уровень плотности. Хорошо, естественно, для этого знать параметры жизни данного человека. Тогда можно собрать ущербную нить, проблемную нить, мистериальную нить, событийную нить, и от этого делать выводы по плотности, с кем вы сейчас будете общаться. Если же о данном человеке ничего не известно, кроме его имени, то фамилия тоже говорит о многом. Фамилия, она как солитон первичной концентрации, собирает все слабые, плотные параметры. И если человек вольно-невольно ведет себя по 3 уровням общения: через фамилию, через имя, через отчество. Вместимость и пустотность мозга – 2 характеристики, обратно пропорциональные друг другу. Пустотность всегда уходит вовнутрь мозговой деятельности и расширяет внутреннюю границу, и дает возможность внутреннего анализа в состоянии молчания. А вместимость, напротив, настроена на восприятие окружающих и моментально вбирает наружную границу, которая анализируется на каком-то расстоянии. Поэтому очень важно выстраивать размеры. Насколько пустотность вошла вовнутрь, настолько вместимость вышла наружу. Этим отличаются 2 эффекта – валенка и сапога. Если наружу проталкивают дальше, чем необходимо, то, что называется вместимостью, возникает эффект валенка. Если пустотность
забрасывают меньше, чем она есть на самом деле, возникает эффект сапога, когда действительно размер превышает размер, сознательно зафиксированный данным человеком. И в том и в другом случае нужны другие люди, потому что здесь сам человек не справится. Обязательно необходима объективная картина, чтобы снаружи наблюдатель спокойно с ним поработал. Наружному наблюдателю нужно переизлучать границу плотности на ритмах ладовид, тогда как человеку, склонному к эффекту валенка, необходимо работать с номерным хладовид, чтобы не давить на окружающих достаточно сильно. Если ты собственную границу перемерил, они-то тут при чем? Ибо сейчас энергетика ворвется, и с этого момента уже мозг переходит на ядра, которые опираются на прежний опыт. На новизне остаться невозможно. Человек повышенной вместимости или эффект валенка при выполнении какого-либо дела собирает вокруг себя много людей. Он как бы говорит: «Мне нужен еще дополнительный размер, дайте мне людей». И поскольку граница плотности не держится, человек требует от других как бы экран повышенной плотности. Он все равно сам сделает, но ему надо, чтобы зона внимания других людей была направлена на него, чтобы они хотя бы зааплодировали ему за его деятельность. Эффект сапога прямо обратный. При неточном измерении параметров своей пустотности человек замыкается и пытается сам все преодолеть и переработать, тогда как ему уже нужны наружные наблюдатели. Поэтому человеку с повышенной пустотностью рекомендуется язык цикла хладовид, а с повышенной вместимостью номерной хладовид. Естественно, переизлучение нужно делать внутри ритмов, внутри ритмологии. Также можно усиливать себя через ритмики, особенно из книги «Сам творю». Но два параметра, свою пустотность и свою вместимость, нужно оценивать ежедневно или еженочно. Как только вы пытаетесь выйти на контакт с другим человеком или на контакт с самим собой, оцените размеры своей пустотности и вместимости. И циркуль землемера, циркуль человечности даст мерность, с которой реально можно работать.